Здравствуйте, в студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе, и в этой части нашей программы мне хотелось бы поговорить о очередном туре российской премьер-лиги, тем более, что в этом туре встречались два лидера российского чемпионата, лидеры не только в текущем чемпионате, но и вообще российского футбола. «Зенит» из Санкт-Петербурга приехал в гости к армейцам из Москвы. В Химках проходила эта игра, завершилась для многих, наверное, несколько неожиданно. Со счетом 2-0 победил «Зенит». Дело не в счете неожиданность, а в том, что питерский «Зенит» полностью, просто на 100% переиграл армейцев. По большому счету, два полумомента за 90 минут матча было у армейцев, которые славятся, в общем, своей атакой. Тем более в атаке играл лучший бомбардир российского первенства Думбия. Вагнер Лав был также на поле, но ничего не смогли создать игроки ЦСКА. «Зенит» играл невероятно сконцентрированно, с большим запасом прочности. И вообще, на мой взгляд, эта победа, безусловно, тренерская прежде всего. Лучано Спалетти, мне кажется, тактически переиграл своего визави Слуцкого, главного тренера армейцев, укрепив оборону. 3 номинальных защитников в центре было только у петербургского «Зенита», обезопасив себя от острых нападающих армейцев, которые практически не получали мяч в свободных зонах, здорово сыграв в середине поля. «Зенит» просто показал, что невероятное количество различных тактических вариантов есть у Лучано Спалетти с этим составом. «Зенит» может сыграть ярко в атаке, может сыграть от обороны, может сыграть дисциплинированно, использовав даже полумоменты у ворот своих соперников. Очень хорошие, на мой взгляд, приобретения. В этой игре дебютировал Кришита, итальянский защитник, который стал автором голевой передачи, первой Киржакова. Его гол стал, по сути, победным для «Зенита». Очень хорошая, на мой взгляд, первая игра. Вот так с листа, всего неделю назад появившись в стане «Зенита», вышел на поле сразу в таком очень принципиальном, серьезном матче и показал очень хорошую игру итальянский защитник. Если он продолжит так же играть, то «Зенит» можно поздравить с очень хорошим приобретением. Ну и вообще команда Спалетти выглядит очень мощно. Это, безусловно, по этой игре, которую показал «Зенит», это клуб европейского класса. На мой взгляд, у «Зенита» очень хорошие перспективы в этом году в Лиге чемпионов, если не произойдет какой-то осечки, как подобные в прошлогодние, когда неожиданно они французам уступили по итогам 2 матчей. Надеюсь, что уже наученный горьким опытом, все-таки «Зенит», который сконцентрировался, на мой взгляд, как раз в этом сезоне на Лигу чемпионов, больше таких осечек не будет. По крайней мере, по той игре, которую «Зенит» сейчас показывает, у этого клуба очень большой потенциал. Очень большой потенциал. И сейчас, сократив отставание от ЦСКА на 2 очка, постепенно «Зенит» восполняет те пробелы начала сезона, которые были, где они теряли очки абсолютно в таких проходных матчах. Сейчас они выглядят сконцентрированно, и этот клуб производит очень мощное впечатление. Отмечу победу «Анжи». Мы говорили в предыдущей нашей программе оттуда, что для «Анжи» хорошие новости одна с другой следуют. Победили в этом туре, обыграли Том со счетом 2-0. И теперь еще Юрий Жирков на помощь этому клубу приехал. Так что тоже перспективы, на мой взгляд, у махачкалинского клуба есть. Хотя игра пока не производит того цельного такого впечатления, как, допустим, того же «Зенита». Отмечу, конечно, на мой взгляд, сенсационную победу Кубани на своем поле над «Динамо» со счетом 3-1. Абсолютно победа по делу.
динамовцы, при том, что показывали, в общем, неплохой футбол, но слишком много, неоправданно много допускали ошибок в обороне, чем Кубань и воспользовалась. Красивые мячи очень были забиты в этой встрече. Вообще интересная игра очень смотрелась. Одна из самых ярких в этом туре, безусловно, по футбольному наполнению своему. Ну а если говорить о самой яркой, неожиданной, острой, где-то даже переходящей за рамки спортивной борьбы матчах, то, конечно, надо сказать о матче Терека и московского «Спартака». Терек выигрывал 2-0 по ходу матча, в итоге проиграл 4-2, причем 2 победных мяча спартаковцы забили уже в добавленное время. Очень много желтых, красных карточек, пенальти было реализованных, нереализованных в этой игре. Выключился свет за 20 минут до конца игры на стадионе в Грозном. 40 минут его пытались там починить, в итоге починили не до конца, ну, доиграли игру, хотя по регламенту должны были перенести эту игру. Вот. Но московский «Спартак» показал, что, ну, что-что, а все-таки характер спартаковский у этих ребят есть. Победа 4-2, победа волевая, победа заслуженная по ходу игры. Здорово в атаке играли спартаковцы. Ну, будем надеяться, что вот это первые признаки того, что «Спартак» все-таки возвращается. Хотя вопросы к игре этой команды, на мой взгляд, все равно еще есть. Ну и затормозил «Локомотив». Не смогли они справиться с крыльями Советов, с аутсайдером нашего чемпионата. Тоже отметим то, что потеряли очки железнодорожники после таких впечатляющих 2 крупных побед. Ну вот, наверное, главные, основные события, которые произошли в этом туре. Ну, то, что ход набирает российский чемпионат, что смотреть его становится все интереснее и интереснее, это однозначно. И хорошо, что все-таки, ну, таких уже второй тур мы говорим в основном о футболе, а не о каких-то околофутбольных скандалах и так далее. Я надеюсь, что эта тенденция продолжится. О том, как будут развиваться события, мы обязательно будем говорить здесь у нас на Вестнике Кавказа. Это был Гия Саралидзе.